Так, народ, всем привет! Сегодня захотел записать такое что-то внезапное видео, просто мне желание появилось, еще плюс у меня, по-моему, на Твиче буквально на последних стримах кто-то спрашивал, вот хочу ли там делать, если у меня в планах делать видео именно по геймдеву, и сегодня я прям проснулся, у меня такое жгучее желание появилось начать просто положить, так сказать, первый кирпичик в фундамент такого контента, и хочу начать его с видео, которое будет, можно сказать, такое обзорное, то есть я просто поделюсь своими мыслями, возможно, немножечко поделюсь своим опытом того, как я вообще, в принципе, начинал, во все это дело вкатывался. Даже, честно говоря, не знаю, какое это видео получится. Сейчас будем, так сказать, посмотреть. В общем, начну я, пожалуй, с того, как вообще, в принципе, я не буду с самого начала про программирование, я уже миллион раз это рассказывал, у меня даже видео, по-моему, на ютубе есть отдельно, как я, в принципе, к проге пришел. Начну просто про геймдев, что я довольно быстро, когда, в принципе, программированием занялся, довольно быстро понял, что именно это направление я хочу вот осваивать, именно это мне интересно более всего. И я начинал, как это водится, смотрел там сначала какие-то видео, помню, даже был какой-то микроскопический у меня опыт, там, 1-2 вечера, наверное, на C-Sharp с какого-то там канала на ютубе просто в Unity что-то создавал, но это вообще даже за опыт, наверное, нельзя посчитать, я там, по сути, скопировал какой-то код, удивился, что там по нажатию пробела у меня что-то прыгает, там это и по VSAD куда-то там, или по стрелкам, не помню, уже бегает, и все. Вот, а когда я уже обстоятельно, собственно, и программированием занялся, то есть изучая плюсы и понял, что вот я именно в геймдев хочу, я сразу стал смотреть не на готовые движки, мне хотелось чуть более низкого уровня абстракций, но я тогда смотрел, так сказать, примерно посередине, да, если мы говорим там о графических API и готовых больших движках, типа там Unity, Unreal. Я смотрел на библиотеки, такие как SFML, и вот, собственно, с нее я и начал. И это опыт был, ну, по-своему прикольный, он на тот момент был для меня более чем актуален, потому что я был совсем зеленый, я мало чего понимал, и, по сути, я тоже копировал, но уже чуть, конечно, с большим пониманием код с ютуба какого-то чела, но при этом я его пытался видоизменять под свое, то есть у меня уже, ну, были какие-то там зачатки понимания, я пытался как-то его на свой лад менять. Вот, и таких попыток у меня получилось целых 4. То есть я 4 раза пытался писать этот игровой движок на библиотеке SFML, и потом я перешел на чуть такую более низкоуровневую, более простую библиотеку GLFV, которая имеет меньше модулей. SFML он имеет, по-моему, там модуль звука, даже модуль нетворка. Естественно, он кроссплатформенно создает тебе окно, дает возможность отлавливать события, там, нажатие клавиши и прочего, там, перемещение курсора и так далее в этом окне. Вот. А GLFV, он вообще вот только окно создает тебе и события позволяет отлавливать, и что-то я больше не помню, что он умеет. Поправьте меня там в комментариях, если есть что-то еще. Вот. И даже это была 5-я, кстати, попытка, получается, да, когда я уже писал игровой движок на библиотеке с GLFV. И даже в тот момент я чувствовал, что мне не хватает как-то глубины понимания, то есть я хотел окунуться настолько глубоко в эту тему, я даже когда помню те моменты, они еще такие вот у меня приступы непонимания и жгучего интереса возникали, когда еще на SFML писал, когда ты создаешь там какую-то структуру, вот что-то SFML event, я не помню, как точно называется, отдаешь все там в метод типа get или как там handle event, и там записывалось событие, например, нажатие какой-то клавиши. И для меня это было вообще тотальным шоком. Я думал, блин, как? Я что-то создал просто объект структуры, кинул его в какой-то метод, там, бам, событие записалось. Для меня это была чистой воды магия, как какая-то вот, какой-то черный ящик, в котором происходит какой-то процесс. А мне, конечно, кто-то говорил, что ну вот там очередь событий, что-то в операционной системе, но, естественно, я ничего не понимал, что за очередь событий, кто мне там записывает это, то есть откуда это событие берется. И в итоге все меня вот это вот привело, вот это вот чувство, желание понимать глубину привело к тому, что, к пониманию того, что я вообще не хочу использовать библиотеки, я хочу взять вот графический API, на тот момент, к сожалению, мне подвернулся, почему, к сожалению, я чуть дальше объясню, подвернулся OpenGL, и я, собственно, начал изучение с OpenGL.
И, в принципе, конечно, опыт может отчасти он и хороший, да, понятное дело, что изучая абсолютно любой графический API, ты все равно познаешь там линал, да, но если ты достаточно усердно занимаешься, тебе неизбежно придется там сталкиваться со всякими матрично-векторными преобразованиями, там скалярное произведение векторов и так далее, построение базисов, там смена базисов и так далее. Но при этом я как бы, что самое главное, что мне дало возможность, это почувствовать, наконец, вот этот уровень абстракции, который мне был, наконец-таки, комфортен. То есть я стал работать с всяким платформозависимым кодом. То есть это WinAPI, соответственно, для Windows, так как у меня разработка под две платформы, под Windows и Linux, да, и на Linux это, соответственно, x11 Windows System под управлением библиотеки X-Library и XCB. Ну, у меня оба просто поддержки и то есть. Вот, и я почувствовал, что вот, это то, что я хотел. То есть я теперь понимаю, что вот есть очередь событий, вот такие API-шные функции, да, у библиотек. Они, с помощью них я могу, типа, эти события забирать из очереди, там, потом отлавливать у себя уже на более высоком уровне абстракции и реализовывать как-то конкретно, ну, какие-то действия. Например, там, в movement-систему отдать и совершить какое-то перемещение некоторого объекта в моем игровом мире, да. Вот, и тут вот что важно сказать, если вы вообще, я к чему это все веду, если вы вообще собираетесь, так как видео такое общеобзорное про геймдев в принципе, этот вот пресловутый вопрос, который звучит у меня на стримах, просто, наверное, вот постоянно, практически на каждом стриме, ну, заходит какой-то человек и спрашивает, а почему ты вот пишешь свой движок, зачем там вулкан, все вот это такое, типа, сложное, там, низкоуровневое. Простой ответ, я просто так хочу, мне так комфортно. То есть я методом проб и ошибок через несколько итераций пришел к тому, что это именно тот уровень абстракции, который мне комфортен, на котором я хочу находиться, и тот уровень понимания, который мне как бы приятно вот осознавать, как бы как вещи работают. Поэтому к чему это все? Если вам комфортно, вот отвечая всем, да, на вопрос, в частности, кто ко мне заходит на стримы, чтобы вы не думали, что я там, допустим, пропагандирую, что каждый обязан разрабатывать свой движок. Нет, я никогда такого не говорил и никогда, надеюсь, такого не скажу. Если вам комфортно, допустим, взять готовый движок, какой-то, например, Unreal или Unity или Godot или что-то еще, пожалуйста, это тоже путь, тоже прекрасный, может быть прекрасным, да, и разрабатывайте сразу, берете, разрабатывайте геймплей, не паритесь с окнами, там, с треугольниками на графическом API, условно, да, и так далее. Это прекрасно. Хочется чуть ниже уровень абстракции, да, там уже спускаемся до уровня не готовых прям движков, а вот этих вот фреймворков библиотек, таких как GLFV, таких как SFML, допустим, что-то у нас сейчас есть SDL 3.0, по-моему, уже версия вышла, потом еще был какой-то Allegro, насколько я помню, но этим я никогда не... Ну, SDL тоже не... Я только два использую, SFML, GLFV. То есть берете уже чуть пониже уровень абстракции, то есть это не готовый движок, но, по сути, такие библиотеки содержат в себе основные модули, типа создания окна, отлов событий, звук, часто даже network, вот, ну, в SFML точно я помню, network вроде был. Вот, и делайте на этой библиотеке уже свой движок, тоже хорошо. Если вы совсем поехавший, ну, шучу, да, такой, как я, если вам совсем хочется вот прям пониже, да, опуститься, посмотреть реально, как видеокарта рисует условно объекты на экране, откуда вообще, почему вот у нас есть какая-то модель, да, там чел бежит, еще и анимированный, как вообще это происходит, вот вам прям в попе свербит, грубо говоря, жжется и хочется понять, как это все работает, тогда ваш путь уже в графический API. Но тут сразу скажу, опять же, озвучу свое мнение, что на текущий момент, как это многие делают, очень многие спрашивают, а есть ли смысл сейчас брать какой-то OpenGL и начинать с него, потому что он как бы попроще, потому что Vulkan и Direct3D это вот там неподъемные монстры, на них там вообще жизнь положишь, там потратишь и так далее.
Ребят, нет, мое мнение, нету смысла начинать вот этот вкат с какой-то, знаете, не входной двери, а с черного входа. Дело в том, что OpenGL, по сути, как технология, тотально устарела. Kronos Group — это разработчики OpenGL и Vulkan, в частности, то есть сейчас их основной проект, насколько я понимаю, это Vulkan, они работают в основном над ним. А OpenGL, последнее обновление, если мне не изменяет память, в Википедии можете проверить, поправьте мне, если что, в комментариях, по-моему, 2016 года было. То есть практически 10 лет уже не обновляется этот графический API. Соответственно, ну, что от него ждать? То есть я тут рассуждаю с какой позиции, какой смысл вкладывать свое время, то есть вкладываться в технологию, которая просто уже не актуальна. И она все, она уже, например, там на том же Маке, она deprecated, по-моему, года 3-4 или около того. То есть нет смысла. А вот если вы берете какой-то условный Vulkan или Direct 3D, вы сразу вкладываетесь, то есть своим временем, да, своими усилиями в актуальные технологии. То есть вы тратите свое время не на какой-то там Legacy непонятную штуку, типа OpenGL, какую-то state-машину. И вот смотрите, что самое главное. То есть не тратите его, а именно вкладываетесь в актуальную технологию. И смотрите, какой момент. Многие какой тейк, да, кидают, типа, что, ну, вот OpenGL, он попроще, я на нем все равно вот сейчас поучусь, а эти знания мне потом будут помогать. По сути, знания самого OpenGL как технологии, вот как графического API, в изучении условного там вулкана в дальнейшем или Direct 3D не помогают никак. Да, не то, что не полезны, они скорее даже вредны. Потому что такое OpenGL? OpenGL — это state-машина, которая работает с пайплайном видеокарты очень на абстрактном уровне. Вы можете там в любом моменте эти бинды, короче, фигарить, вызывать дроу, когда хотите, на голове, грубо говоря, стоять. И когда вы приходите, как у меня это было, то есть я пришел, собственно, с OpenGL на Vulkan, когда вы приходите с OpenGL на Vulkan и такие со своими вот этими знаниями офигенными врываетесь, вы не понимаете ничего, вам приходится переоткрывать просто вещи заново, переосмыслять все, выучивать заново, вам приходится понимать пайплайн видеокарты по новой. Поэтому вот эта иллюзия того, что «Ой, я учу OpenGL, это классно, и вот пока попроще, но эти знания мне потом помогут где-то». Нет, они вам не помогут, к сожалению. То есть, как говорят, ну, Linal зато выучи. Так Linal ты и в Vulkan будешь учить все равно. То есть Linal, он и там ты будешь изучать, никак не отличается. А вот сугубо те знания, которые дает тебе изучение OpenGL, тебе не то что не пригодятся, даже где-то вредны будут, потому что ты привыкнешь к определенной парадигме мышления, что вот ты можешь делать так, а потом какой-нибудь Vulkan тебе просто палки в колеса воткнет и скажет: нет, братан, дальше ты не едешь, так делать нельзя, короче, ты должен понимать работу видеокарты теперь более детально и давать мне более точные, детальные инструкции, как я должен, типа, это делать. То есть в любом месте просто так дроу вызвать нельзя, грубо говоря. Вот, это так, если очень, очень просто, да, в Vulkan еще есть такой момент, что в OpenGL ты, например, не работаешь с синхронизацией, в Vulkan отдельным особняком, я считаю, что это, наверное, самая сложная часть Vulkan, ну, и не только я думаю, любой человек, который более-менее в Vulkan погружался, скажет, что синхронизация Vulkan — это отдельная веха, которую, да, долго, упорно можно заниматься. И там ты сталкиваешься с такими задачами, которые вообще, то есть в GL ты даже их, в принципе, и никогда не видел. Вот, поэтому, народ, тут все выбор вот этих всех вещей, он зависит сугубо от вас. То есть, если вам комфортно, прям высокоуровнево, сразу вы хотите геймплей, код писать, берете готовый движок. Хотите чуть пониже уровнем опуститься, да, то есть просто сделать свой движок, но на готовых липках, не хочется там с окнами возиться, и плюс кроссплатформенность сразу заабузить. Берете там SFML, SDL, там GLFV, там Allegro или что там еще есть, библиотеки, фреймворки. Но если совсем хочется прям на глубину погрузиться, понять, как что работает на таком довольно низком уровне, берите какие-нибудь уже графические API, но опять же, OpenGL не советую на Vulkan, наверное, один из самых предпочтительных. Почему? Потому что крутое API, молодое, развивающееся, еще много лет с нами точно будет, кроссплатформенное, на большинстве платформ поддерживается Windows, Linux, Mac там через VK, Molten VK, или как он называется, работает, ну, через прослойку, но можно, типа, работать.
Вот, либо Direct 3D. Если, например, хотите просто под Windows, целевая платформа, могу понять, то есть я под Windows, под Linux разрабатываю, как я уже сказал, просто я люблю Linux, я чисто из идейных соображений. А так я понимаю, да, что большинство геймеров, они, естественно, сидят в основном на винде. Если у вас цель чисто разрабатывать на винду, могу это понять, вполне себе берете Direct 3D, тоже более чем актуальная технология, там 12-й, по-моему, последний, и он уже много лет существует, его будут дальше наверняка разрабатывать, никуда он не денется. То есть вкладывайтесь, опять же, в актуальную и технологию, которая будет дальше поддерживаться с вероятностью овер дофига процентов. Вот, это такое предисловие получилось, да, по факту. Просто как вообще сформировать подход. Опять же, да, забыл, собственно, про языки. Давайте про языки еще немножко остановимся. Мое мнение, оно, как всегда, наверное, немножко категоричным кому-то покажется. Ну, пусть будет так. Для геймдева, если мы говорим про сколько-нибудь серьезный геймдев, есть всего несколько языков, которые, в принципе, вот имеют место быть. На мой личный имхо, мой личный взгляд. Это C, обычный, да, это C++, это C#, собственно, и это Rust. Остальные языки либо совсем не подходят для разработки игр, либо на них можно разрабатывать только поделки какие-то не особо серьезные, либо же мы говорим о супер каких-то нишевых языках, то есть которые в принципе по своей функциональности, перформансу могут подходить для разработки игры, но они супер нишевые, и если вы такой язык знаете, вы и без меня вполне себе знаете, что можно его использовать, нет вопросов. Там, например, какой-нибудь кто там, Один, вот я помню, люди сейчас часто форсят, я так помню, код смотрел, выглядит приятно, потом этот еще был, господи, как его часто прям про него говорят, я тоже смотрел, ладно, забыл, короче, если нишевый язык, перформансный, крутой, гибкий, тоже, пожалуйста, но в целом из вот таких хайповых языков 4 языка, опять же, C++, Rust и C#. То есть, если мы говорим про C++, ну, C вы, скорее всего, если выбираете, то вы пишете, наверное, свой движок. C++ это может быть и свой движок, и всевозможные вышеупомянутые библиотеки. Кстати, SDL, по-моему, для Сихи тоже подходит, если я не ошибаюсь. И в том числе, естественно, такие монстры индустрии, игровые движки, как Unreal, да, или Godot, который тоже сейчас в последнее время уже довольно хайповым стал и популярным. И, наконец, C#, то есть он тоже достаточно перформансный для написания игры, и опять же у него есть Unity, мощный движок, как бы, и выбираете его, тоже вам карты в руки, вполне себе хорошее решение. Остальные решения это уже, как сказать, сделка с совестью, я бы так назвал. Я понимаю, что многие не согласятся, пожалуйста, извольте, господа, я не против. Вот, это, собственно, что по языкам. Глубоко не будем останавливаться на этом. Там понятно, что можно много еще вещей говорить про конкретно, почему там, допустим, я выбираю C++, и если бы какой-то другой язык, то это был бы Rust. Но это, наверное, тема для вообще отдельного большого видео, большого обсуждения. И, знаете, я, пожалуй, подытожу вот это видео маленьким экскурсом просто вот в конкретный геймдев на примере своего, собственно, движка. Расскажу основную прям концепцию, заложу тот самый кирпичик, про который говорил в начале этого видео. Кстати, сколько видео идет, наверное, долго. Да, естественно, у меня всегда чувство времени отличается от того, как оно на самом деле проходит. Так, давайте я расскажу вам про то, что такое игровой луп. То есть я заложу основу просто, ну, это фундаментальное, по сути, понятие. И любая игра, это, по сути, есть главный игровой цикл. Вот, я покажу его на примере своего движка. Здесь мы вот сейчас уже видим код моего движка. Ну, в принципе, вы его видите с самого начала видео так-то. Вот, и что такое главный игровой цикл? Сейчас только надо еще найти его в этой куче кода замечательной. Вот. Собственно, вот здесь, вот этот простой while, да, тут я подразумеваю, разумеется, что вы как минимум знаете, что такое while loop. То есть простой цикл, итеративный, который отрабатывает до тех пор, пока условное выражение, находящееся в круглых скобках, возвращает true. Как только возвращает false, мы из цикла выходим. Что такое игра? Вообще любая, в принципе, то есть игра, в которую вы можете поиграть, по сути, это и есть вот такой вот цикл while, или как его часто называют, главный игровой цикл. Любое
процесс игровой, да, то есть любой геймплей, рантайм, в котором мы находимся, он проходит в итерациях такого игрового цикла. То есть, по сути, там миллионы итераций мы играем, а цикл длится, то есть его выполнение постоянно продолжается. И в процессе этого выполнения по сути, выполняется вот все то, что происходит внутри игры, то есть передвижение персонажей, кто-то кого-то атакует, какие-то фаерболы там или пули выпускает, то есть игра живет, по сути, в игровом цикле. Ну и вторую концепцию, которую я вам объясню, почему это происходит, почему вообще игра живет, почему, например, перемещается некоторый персонаж, да, потому что есть такая штука, как Delta Frame Time, или просто ее часто дельтой называют, Delta Time, можете разные понятия, да, ну, разные определения услышать. По сути, это просто переменная, обычно флотовая переменная, то есть переменная типа с плавающей точкой, которая засекает время кадра. То есть, по сути, что мы делаем? Мы чекаем время, ну, это мой класс, который время засекает. Мы чекаем время, кладем в переменную, ресетаем время, чтобы запустить таймер заново, то есть начать считать, да, то есть начиная с самого начала этого цикла, время опять заново начнет считаться, то есть кусочек, который мы только что положили в эту переменную. И далее, используя этот кусочек времени, который мы засекли за один фрейм, да, за один кадр нашего игрового цикла, мы можем использовать для того, чтобы, например, переместить нашего персонажа. Если кто-то, ну, положим, игрок нажал кнопочку, зажал там кнопочку W, бежать вперед, и мы говорим, что вот пока человек держал эту кнопочку, он переместился на вот эту единицу времени, которую мы засекли. И суть в том, так как у нас игровой цикл, вот этот главный игровой цикл, он постоянно крутится, мы на каждой итерации засекаем вот этот кусочек времени. И потом этим кусочком времени можем вот вышеупомянутым способом пользоваться. То есть, допустим, перемещать некоторые объекты и оживлять, так скажем, любые другие действия, события в рамках нашего игрового мира. Вот такая вот важная концепция. Не буду погружаться глубоко, я думаю, что это вот такое первое обзорное видео. Я просто общий концепт задал, показал код и все. Когда-нибудь я создам более детальный уже код, наверное, даже напишу его с нуля, не просто на примере покажу, а прям с нуля напишу, создам цикл, там и создадим, я не знаю, там змейку какую-нибудь, например, по приколу или что-нибудь такое. Вот, друзья, собственно, все. Я надеюсь, это видео будет полезно для людей, которые, например, только-только собираются вкатываться в геймдев, и они не знают, вот, что делать, типа, что учить, какой язык выбрать. По сути, если ваши намерения довольно-таки серьезные, то вышеупомянутые 4 языка. Понятно, что если хочется порофлить, можно и Python взять и там 2D-игру какую-нибудь написать, но опять же, если вы в серьезный геймдев, рассматривайте один из 4 языков вышеупомянутых. Но опять же, раз довольно тоже нишевый, не такой нишевый, как там те языки, которые чуть выше упоминал, но тем не менее тоже довольно нишевый. Если прям в большой геймдев хотите, то вообще 3 языка. Лучше вообще 2, C++ либо C#. Если прям вот в продакшн хотите в компанию куда-то идти, и в большинстве случаев это вообще будет C++. И опять же, уровень абстракции выбираете по душе, то есть если вам комфортно использовать готовый движок, пожалуйста. Комфортно библиотеку, фреймворк, тоже пожалуйста. Хотите глубже погрузиться, понимать вещи, графический API, только не OpenGL. Вот, все, ребят, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что это было видео для вас полезным. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и до скорого.